Друзья, всем привет! Вы на канале Коптим вместе, меня зовут Артем, и в этом выпуске я хочу вам показать и рассказать, как я копчу скумбрию холодным способом. Друзья, видео будет разбито на 5 частей, на 5 этапов. Начнем по порядку. Первый этап – это разделка рыбы. Второй этап – это будет смешение всех ингредиентов. И сварим с вами тузлук, иными словами рассол. Третьим этапом будем сушить и вялить нашу рыбу. Четвертым этапом будем непосредственно коптить. Ну и пятый, самый вкусный этап – это дегустация. Ну что ж, начнем с первого этапа. У меня на столе 1 килограмм скумбрии. Пришло время ее разделать. Выпотрошим как следует. А ну иди сюда, скользкая. Секир башка. Я вспарываю брюхо. Друзья, я обязательно удаляю все внутренности. Удаляем черные пленки. Ребят, действительно, это практический совет. Убирайте черные пленки, потому что они впоследствии могут дать горечь продукту. Ну что, друзья, рыбу я разделал. Посмотрите, как должно получиться. Разумеется, рыбу мы еще после промоем. Продолжим разделывать оставшуюся рыбу. Отрезаем голову, вспарываем брюхо, вытаскиваем все кишки. Гадость. Ну и по примеру первой рыбы делаем все то же самое с оставшимися. Ну что, друзья, закончил я разделку рыбы. Теперь стоит ее хорошенечко промыть. Приступим. Друзья, голову и кишки я советую отдать кошке. Но если своей нет, хотя бы перекиньте через забор, пусть соседская покушает. Также хочу обратить ваше внимание на то, что это очень полезный витамин для кур. Будут у вас хорошие яички. Ну что ж, пойдем искать кота. Кись, 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 кись. Ну что, друзья, закончили мы первый этап, это разделка рыбы. Теперь пришло время перейти ко второму этапу. Вторым этапом у нас будет именно смешение всех ингредиентов и варка рассола, иными словами тузлука. Приступим. На 1 литр рассола я использую следующие ингредиенты в следующих пропорциях. Соль 80 грамм, сахар 20 грамм, 1 гвоздичка, 2-3 лавровых листика, 4-6 перца душистого и примерно 6-8 горошин черного перца. Друзья, процесс варки рассола я вам показывать не буду, ну просто сейчас вкратце я вам расскажу. В зависимости, сколько у вас рыбы, столько рассчитывайте рассола. Самое главное, чтобы рассол полностью покрывал рыбу. Но это я еще покажу. Вот. Что входит в процесс варки рассола? Как это сделать? Набираете воду в кастрюлю, смешиваете все ингредиенты и доводите до кипения. После того, как вода закипела, необходимо прокипятить рассол 10 минут. После чего выключить воду и дать остыть до комнатной температуры. Но в процессе варки рассола лично я добавляю обычный пакетированный чай.
Для чего я это делаю? Для того, чтобы рыбе придать более золотистый окрас. Иными словами, чай добавляется для цвета. Кто-то добавляет луковую шелуху, но лично в моем исполнении это чай. После того, как наш рассол остыл, мы заливаем им рыбу и убираем в холодильник на 3 суток. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что очень важный момент, чтобы рассол полностью покрывал рыбу. Если же рыба всплывает, то можно поставить небольшой гнет. В моем случае я иногда использую тарелки. Друзья, за кадром я уже сварил рассол, остудил его до нужной температуры. Теперь заливаем им рыбу. Как мы видим, рыба полностью покрывается рассолом. Сейчас я поставлю еще небольшую тарелочку, иными словами гнет, и убираем в холодильник на 3 суток. Ну что, друзья, залили мы рыбу рассолом, и теперь оставляем ее в таком виде на 3 суток. Убираем в холодильник и ждем. Друзья, всем привет! У меня прошло 3 суток, как маринуется рыба. Для вас пролетело пару секунд. Пришло время приступить к 3-му этапу. Начнем. Ну что, друзья, 3-м этапом мы будем промывать нашу рыбу, одевать ее на крючки и вывешивать на просушку в сушильно-вялочную камеру. Приступим. В стране дефицит с перчатками. Когда я разделал рыбу, перчаток вообще нигде не мог найти. Но все-таки сегодня мне повезло. И я нашел перчатки, те, которые мне нужны. Свой размер. Так, ну что, ребят, теперь надо тщательно промыть нашу рыбу. Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что какой окрас приобрела рыба. И это не жидкий дым, это натуральный чай. Возьмите себе на заметочку. Друзья, чай я использую только лишь как натуральный краситель, поэтому это сугубо дело каждого, по желанию. Ну что, друзья, настало время насадить рыбу на крючок. Рыбу промыли, насадили на крючок. Пора вешать ее в сушильно-вялочную камеру. Ребят, рыбу подвяливать, сушить будем примерно 12 часов. Ну, иными словами, на ночь. Очень важный момент. Не пренебрегайте этапом просушки рыбы. Потому что если цвет по окончании просушки не будет матовым, у вас просто-напросто не ляжет цвет во время копчения. Друзья, моя сушильно-вялочная камера оборудована вытяжкой, и внизу стоит вентилятор для полноценной циркуляции воздуха. Если у вас такого оборудования нет, вы можете просто вывесить рыбу в любое прохладное проветриваемое место, подвялить ее до матового цвета, порядка 10-12 часов. Все, включаю вытяжку с вентилятором,
Закрываю сушильно-вялочную камеру. И ждем до утра. Утром начнем процесс копчения. Еще раз напомню, не пренебрегайте просушкой рыбы. Рыба должна получиться матового цвета, с нее должна уйти вся лишняя влага. Обязательно. Ребят, ну что, наступило у нас утро, раннее утро. Пришло время открыть сушильно-вялочную камеру и посмотреть, что у нас там с рыбой. Прекрасно высохла рыба, так как надо. Приобрела матовый оттенок. Лишняя влага, как видите, стекла. Выключаем вентилятор, выключаем вытяжку. Прекрасно, просто прекрасно. Ну что ж, теперь осталось взять и отнести ее в коптильню. Ну смотрите, ребят, матовый цвет. Нужно, чтобы вот так у вас получилось. Пойдем коптить. Ну что ж, сейчас мы находимся возле коптильни. Открываем ее и развешиваем нашу рыбу на жерди. Друзья, у нас рецепт приготовления скумбрии холодным способом, поэтому мы будем коптить рыбу в диапазоне от 20 до 23 градусов. Ну что ж, включаем коптильню. Коптить рыбу мы будем на ольховой щепе. Она меня полностью устраивает. Я даже не использую никакие дополнительные виды щепы. Поэтому, что ж, приступим. Загружаем щепу в дымогенератор. Поджигаем дымогенератор. Ну что, дымогенератор мы запустили. Теперь сейчас откроем камеру, проверим, начал ли поступать дым. Ну и что ж, коптить, друзья, мы будем порядка 6 часов. Кто-то коптит сутки, кто-то коптит 30 часов, кто-то коптит 18 часов. То есть у всех своя методика приготовления скумбрии холодным способом. Ну что, друзья, температура у нас достигла нужных значений. Сейчас у нас в камере 21,3 градуса. И 2. Еще раз напомню, коптить я буду в диапазоне от 20 до 23 градусов. Это именно режим холодного копчения. Так, ну что ж, посмотрим, как у нас разгорелся дымогенератор и какая подача дыма у нас в камере. Так, ну что, дым в камеру поступает так, как нужно. Закрываем коптильный шкаф и будем коптить рыбку. Ну что, друзья, прошло 6 часов. Температура у нас в камере сейчас 23 градуса. И сейчас откроем, посмотрим, что у нас там получилось. Ух, и рыбу даже не видать. Давайте немного проветрим и подойдем к камере поближе. Ух, получилось. Все будет хорошо. О! Сейчас вытрем слезы и продолжим. Фу, друзья, ну немного дым рассеялся. Теперь уже должны мы рыбочку увидеть. Ох! Друзья, рыба полностью приготовилась. Цвет набрала. Но маленькая ремарочка. Я нагоню дым в камеру. Вот, затем отключу дымогенератор и оставлю рыбу висеть здесь до завтрашнего утра. Вот. Завтра рыба будет уже полноценно готова, доберет цвет и распределятся все вкусовые качества. Поэтому ждем завтра и будем пробовать. Друзья, ну что ж, наступил самый долгожданный 5-й этап.
это дегустация. Ну что ж, не будем терять время, идем в коптильню, снимаем рыбку и будем пробовать. Вперед! Пойдемте, пойдемте. Ну что ж, посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, какой цвет. Ну что, друзья, приступаем к дегустации. Отрезаем первый кусочек и посмотрим срез. Друзья, ну, мне кажется, комментарии излишни. Вы сами все видите. Поехали. Ну что ж. После вас. Да, тут соли побольше. Да. То, что надо, да? И посуша. И цвет. Эх, пиво бы. Да бочку. Пока мой оператор доедает рыбу, я вам хочу сказать пару слов. Значит, что касаемо цвета рыбы. Вы сами видите прекрасно, что рыба получилась золотистого, прекрасного цвета. Как мы это добились? Соответственно, нужно правильно рыбу подсушить, подвялить до матового цвета. Соответственно, потом ляжет дым как следует. И что касаемо соли, рыба получилась малосольная. Попробуйте повторить по моему рецепту. Если кто любит посолонее, ну, добавьте еще 5-10 грамм. И солите также трое суток. На мой взгляд, это будет более чем достаточно. Ну что, друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Ну и давайте дружить. Второй материал отсняли. Ура!